Хомяки, несмотря на свою небольшую стоимость в зоомагазинах и маленький размер, несут для владельца и многих детей эмоциональную ценность. Эти существа очень чувствительные, а иногда их поведение просто неправильно понимают. В этом видео мы обсудим 16 вещей, которые хомяки ненавидят, и вам стоит этого избегать. Номер 16. Шары для игр. Шары для хомяков опасны и вызывают стресс. Эти игрушки могут причинять травмы конечностям хомяков. Также в них накапливаются экскременты, и из-за плохой вентиляции внутри шара это может привести к перегреву, удушью и многим респираторным заболеваниям. В некоторых странах такие шары запрещены к продаже, например, в Германии, Швейцарии и Австрии. Хомячок, катаясь в таком шаре, не может остановиться и сказать «вытащите меня отсюда». Он вынужден в панике искать себе укрытие, но не может его найти. Когда шар двигается по полу, он сильно дрожит и издает громкий звук, вызывая дополнительный стресс у вашего питомца. Номер 15. Громкие звуки. От громких звуков хомяки впадают в панику, потому что у них гораздо более чувствительный слух, чем у людей. Помните, что хомяки — это животные жертвы, и чувство страха является для них тактикой выживания, поэтому хомяки легко пугаются, когда слышат что-то резкое или громкое. Звуки хлопающих дверей, пылесосов, бытовых приборов, крики людей могут быть ужасными для вашего маленького питомца. Поэтому важно разместить клетку хомяка в тихой комнате, где нет большого количества людей, постоянно ходящих вокруг. Номер 14. Купание. Хомяки очень чистоплотны и часто ухаживают за собой, поэтому их не нужно как-то дополнительно мыть или купать. Хомяки не очень-то любят плавать, но если попадают в воду, то раздувают свои защечные мешки. Те наполняются воздухом и помогают им удерживаться на воде, чтобы выжить. Купание может привести хомяка в состояние шока. Также они очень чувствительны к изменениям температуры, что является еще одной причиной, почему купание для них не рекомендуется. Мокрая шерсть долго сохнет, и это может привести к переохлаждению. Если у вашего хомяка грязь на определенной части тела, вы можете очистить ее с помощью влажной тряпочки, но обычно они справляются самостоятельно. Иногда это является маркером того, что с хомяком что-то не так. Я знаю, как бывает трудно найти специалиста по хомякам. Если у вас есть вопросы по содержанию или здоровью вашего хомяка, то вы можете обратиться ко мне за онлайн-консультацией. Ссылку я оставлю в описании. Номер 13. Недостаток грунта. Для хомяка важно обеспечить толстый слой подстилки, не менее 5 см. На самом деле, чем больше, тем лучше, чтобы он мог рыть норы и туннели. Это стимулирует его активность и улучшает качество жизни. Толстая подстилка также лучше впитывает мочу, контролирует запахи, помогает регулировать температуру в клетке, смягчает падения и удары, а также упрощает уборку. Для безопасности в качестве субстрата используйте опилки из лиственных пород деревьев, таких как береза или осина, просеивая их от пыли и щепок. Избегайте кедровых и сосновых опилок. Альтернативные наполнители, такие как целлюлозный наполнитель, кукурузные гранулы и палеты из бумаги, являются отличным выбором. Они безопасны, хорошо впитывают влагу и не пылят. Разнообразие текстур подстилки создает более комфортную и естественную среду обитания. Номер 12. Этажи в клетке. Этажи в клетке для хомяков могут представлять опасность, так как хомяки могут с них упасть и получить травмы. Особенно более крупные, сирийские, не всегда обладают хорошей координацией и могут упасть с высоты, что может привести к серьезным повреждениям. Для обеспечения безопасности и удобства хомяка лучше использовать клетки с достаточной площадью на одном уровне, где хомяк может свободно бегать и рыть туннели в слое грунта. Это поможет избежать риска падений и создаст более комфортные естественные условия для животного. Номер 11. Ненавидят, когда их будят. Многие из нас это не любят. Но вам стоит знать, что хомяки — это ночные животные. Это значит, что они спят днем и активны ночью, на рассвете и закате. Некоторые хомяки могут просыпаться для быстрого перекуса или питья в дневное время, но в общем они спят днем. Не стоит будить хомяка, чтобы поиграть с ним. При этом я не считаю, что люди живут ради своих питомцев и должны все подстраивать под них. Нет, я говорю о другом. Нужно находить компромисс и жить в гармонии с своим зверем. Вместо того, чтобы будить хомяка во время его сна, планируйте взаимодействие с ним на поздний вечер или раннее утро, после того, как он достаточно отдохнул. Номер 10. Резкие запахи. Хомяки обладают очень острым обонянием, поэтому ненавидят сильные запахи, такие как духи, дезодоранты, мыло, чеснок и освежители воздуха. Эфирные масла, цитрусовые, также крайне неприятны для них. Помимо самого запаха, они также представляют для них токсическую опасность из-за маленького веса хомячка. Не используйте сильно пахнущие чистящие средства в комнате, в которой живет хомяк. Номер 9. Отсутствие песочной ванны. Ванны с песком необходимы хомякам, чтобы поддерживать их гигиену и здоровье. Они помогают им очищаться от грязи, что особенно важно для предотвращения проблем с кожей и мехом. Для песочных ванн рекомендуется использовать специализированный песок для грызунов. Он не должен быть слишком пыльным, содержать артефакты, ароматизаторы и химические добавки. Посмотрю подходящий песок на маркетплейсах и оставлю ссылку в описании.
Контейнер время от времени стоит очищать и заменять песок по мере загрязнения, чтобы поддерживать его эффективность и безопасность. Номер 8. Слишком частая уборка. А если вы будете следовать рекомендациям из предыдущих пунктов, то частая уборка не потребуется. Более того, избыточная педантичность в этом вопросе может нарушить естественный запах и микроклимат в клетке, что вызовет стресс у животного. Как правило, хомяки выбирают определенное место, куда они ходят в туалет. Опытные владельцы хомяков называют это место туалетный угол. Вот это место надо убирать раз в 3-7 дней. Можно убирать реже, если у вас маленький хомяк и большая клетка. Регулярная уборка этой зоны помогает поддерживать чистоту в клетке и снижает вероятность размножения болезнетворных микроорганизмов. Также не забывайте очищать миски и поилки совместно с туалетным углом. При хорошем слое грунта достаточно раз в несколько дней убирать туалетное место и раз в пару месяцев менять верхний слой подстилки. Хомяки ориентируются по запахам, и частые изменения могут сбивать их с толку и вызывать дискомфорт. Вопрос содержания хомяка сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Чтобы вам и вашим близким не пришлось расстраиваться, потому что ваш хомяк заболел из-за неправильного содержания, я подготовил для вас руководство «Счастливый хомяк». Оно подойдет для тех, кто планирует завести хомяка или уже его завел. В нем есть список того, что надо купить, как часто и что конкретно надо делать, чтобы ваш питомец прожил долгую и счастливую жизнь. Ссылка в описании. Номер 7. Частые перемены. Хомяки – истинные консерваторы. Они ненавидят любые изменения, если они происходят слишком часто. Поэтому они очень пугаются, когда их перевозят в новый дом. Независимо от того, переехали ли вы в новый дом или переместили клетку хомяка в новую комнату, им потребуется время, чтобы привыкнуть к новому окружению. Некоторые хомяки даже не любят, когда какие-то перестановки происходят в их жилище. Даже небольшие изменения могут вызывать у них большой стресс. Старайтесь не менять обстановку в клетке вашего хомяка слишком часто. Номер 6. Фрукты. Фрукты содержат множество полезных витаминов и минералов, но также они богаты углеводами и сахарами. Эти вещества могут привести к избыточному весу и даже диабету у хомяков. Хомяки склонны к быстрому усвоению сахаров, которые содержатся в фруктах, что может привести к повышению уровня глюкозы в их крови и развитию диабета. Это особенно важно для карликовых хомяков, так как они наиболее подвержены таким заболеваниям из-за меньшего размера и более высокой чувствительности к углеводам. Поэтому нужно очень внимательно относиться к самым разным продуктам с высоким содержанием углеводов, в том числе к фруктам. Основной рацион хомяка должен состоять из специализированных кормов, иногда овощей, белка и зелени. Номер 5. Однообразие в корме. Дикие хомяки в основном питаются зернами, семенами растений, отдельными частями растений – это листья, стебли, клубни и корни, дождевыми червями, улитками и насекомыми, в зависимости от времени года. Что найдут, то и съедят. Домашние хомяки поедают в основном специализированные смеси, семена и зерна. Добавляйте в рацион 1-2 раза в неделю сваренное вкрутую яйцо, творог или животный корм – это мучные черви и сверчки. Ссылку на них я оставлю в описании. Можно дополнять диету орехами, но не часто и в небольших порциях из-за высокого содержания жиров, которые могут привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем. Важно давать не только один корм, а стремиться к разнообразному питанию в рамках разрешенных продуктов. Номер 4. Недостаток упражнений. Хомякам необходимо проделывать много физических упражнений. Они могут проходить за ночь до 8 километров в дикой природе. Поэтому нужно, чтобы в клетке было оборудовано для таких упражнений. Это могут быть колеса для бега, а также зоны для лазания. Смотрите, чтобы игрушки были безопасны для лап хомяка. Не покупайте колеса из проволоки, ведь хомяк может сломать в них лапу. Упражнениями также считается рытье нор, поэтому им так необходим глубокий слой субстрата. Номер 3. Маленьких детей. Совсем маленькие дети непредсказуемы и импульсивны. Они могут случайно повредить хомяка. Многие взрослые думают, что именно их дети самые аккуратные и осторожные, но, к сожалению, это не всегда так. Дети могут не осознавать свои силы и невольно причинять вред хомяку. Ко мне очень часто обращаются владельцы хомяков именно с этой проблемой. Чтобы не произошло трагедии, всегда следите за взаимодействием детей с животными и объясняйте им правила общения с ними. Номер 2. Жить с кроликами или морскими свинками. Хомяки, морские свинки и кролики иногда бывают схожи по размеру и все являются животными-жертвами, но их нельзя содержать вместе в одной клетке. В основном это связано с различиями в их поведении и потребностях. Хомяки являются одиночными животными, любят защищать свою территорию и не терпят соседства с другими особями. Такое соседство может привести к дракам. Морские свинки и кролики, напротив, это социальные животные, которым необходимо общение с себе подобными для хорошего самочувствия. Знайте, что каждому из этих видов требуется отдельное пространство, соответствующее их специфическим потребностям и стилю жизни. Номер 1. Содержать парами или группами.
Хомяков лучше содержать раздельно из-за их стремления защищать свою территорию. Например, сирийские хомяки особенно территориальные и агрессивны по отношению к другим хомякам. Они должны содержаться только поодиночке, так как совместное проживание может привести к серьезным дракам и травмам. Лучше всего держать одного хомяка на одну клетку. Кроме того, раздельное содержание позволяет легче следить за состоянием здоровья каждого хомяка, контролировать его аппетит, стул и поведение. Это упрощает выявление и устранение заболеваний на ранних стадиях. Отправьте это видео другому владельцу и передавайте привет вашему хомячку.